тема сегодняшнего видео – защита томатов от болезней. Сейчас уже даже в северных регионах посажены томаты, растут очень хорошо, интенсивно ведутся поливы, интенсивно идет подкормочка для того, чтобы растения хорошо росли. Спешат все для того, чтобы успеть получить урожай в этом году. Ну и допускают ошибки в том, что где-то посажено очень густо, не проветривают теплицу, влажность воздуха превышает 90%. Удобрения просто бездумно, я видела, как они используются. И вот эти именно условия, плюс природные условия, понижение температуры ночью и высокие температуры днем. Далее идет очень интенсивно, начались туманы, росы. Это как раз для середины июня обычные явления. Есть дождливые периоды, и поэтому относительная влажность очень повышается. И при открытии форточек у нас очень быстро происходит развитие различных грибковых инфекционных заболеваний. Но чаще всего это фитофтороз и кладоспориоз. Это бурая пятнистость, так называемая, которая очень активно в прошлом году развивалась на растениях томатов в середине июня. Ну и вторая половина лета также, у кого осталось, также шла борьба с этими заболеваниями. Что я делаю? Нужна профилактика. Я вам сейчас показываю именно тот набор всех различных препаратов или органических каких-то элементов, которые нужны будут для того, чтобы сохранить томаты, помочь им выжить в этих условиях и дать прекрасный урожай. Но сегодня я хочу остановиться на одном защитном агроприеме, который поможет буквально сегодня, сделайте вечером его. Я сегодня это показываю. Это есть у каждого. Составляющие этого препарата, раствора, есть у каждого. Итак, я хочу вам показать, как я это делаю. Это профилактика. И это подходит для тех, у кого томаты еще завязывают первую, вторую гроздь. Заметьте, пожалуйста, себе первая, вторая до третьей грозди. Далее можно будет увеличивать дозы некоторых препаратов медицинских. А пока вот давайте я вам покажу последовательность приготовления этого препарата вечером. И сразу же после приготовления вы его используете, иначе он потеряет свою эффективность. Итак, у меня в баночке уже есть горячая вода. Я беру вот такую кофейную ложечку. Борная кислота, вот смотрите, она ровненько именно в этой ложечке, ровно, без верха борная кислота. Засыпаю ее в баночку с горячей водой. Видите, у меня уже баночка даже от марганцовки уже цвет потеряла, прозрачный. Но эта баночка специально для приготовления этого раствора. Я этот раствор снимаю видео утром, не буду использовать для обработки, потому что он уже утром нельзя использовать. Я его показываю просто для того, чтобы вы знали, как это делать. Итак, у меня вода уже чуть-чуть остыла. Растворили именно кофейную ложечку без верха борной кислоты. Борная кислота, вот она у меня. Затем растворяете, засыпаете в эту водичку, засыпаете вот такое количество. На кончике у меня получается марганцовки. И тоже очень хорошо перемешиваете. Ну, практически в течение 1 минуты вот такого перемешивания марганцовка полностью растворяется. И сейчас очень важный момент. Нужно сюда долить, именно чтобы была почти пол-литровая баночка, молоко. Молоко я беру именно не домашнее, не живое, а беру магазины, там, где есть консерванты. Можно, если, конечно, этого молока нет, то вы можете использовать и живое молоко. Просто вы должны знать, мы готовим очень интересный препарат фунгицидного действия. Это фунгицид, естественный органический фунгицид, который поможет выращивать экологически чистую продукцию. Итак, я размешала молоко, в котором уже есть борная кислота растворенная и марганцово-кислый калий. Итак, все готово для того, чтобы добавить сюда для
томатиков еще вот такую штуку, которая называется йод. Чтобы вы не считали эти капельки, нужно 30 капелек. Это не полная вот такая крышечка, не полная крышечка йода. Я ее заранее себе, я не какими-то пипетками высчитала, сюда накапала, ага, определила. 30 капель йода, не больше на данном этапе. Северяне, вы меня слышите? Те, кто только высадил рассаду, и она где-то имеет возраст в рассадном виде в теплицах 8-14 дней, именно 30 капель нужно йода. Итак, йод у нас есть. А теперь добавляю маленькую ложечку мочевины. Мочевина у меня хранится в баночке. Ой, прошу прощения, она плохо у нас открывается. Значит, вот такая ложечка есть, пластмассовая. Я металлической не пользуюсь при приготовлении раствора. Беру вот эту ложечку. Вот, смотрите, сколько. Вот эту ложечку. Не полную. Это начальная стадия. Потом можно будет до столовой ложки увеличивать. И тоже перемешиваю вот эту всю субстанцию. Вот это чудо раствор. Практически сейчас растворится. Он готовый. Но сюда хочу добавить еще, чтобы не пользоваться под корень какими-то другими удобрениями. Хотя почва у меня очень хорошо удобрена сидератами, органикой, курником. Я сюда еще добавлю 15, прошу прощения, 15 миллилитров вот этого комплексного удобрения. Вы можете любой фирмы брать комплексное удобрение, только чтобы она была органическая. Вот это удобрение 15 миллилитров. Комплекс, то есть здесь собраны комплексные удобрения, все микроэлементы, макроэлементы, которые необходимы растению в начальной стадии развития в теплице. И вот это добавляю в баночку. И еще раз перемешиваю. Все, наш фунгицид органический, природный, готов. И я эту баночку с молоком добавляю в 10 литров воды. Вода должна быть нагрета днем на солнышке, температуры воздуха. И сразу же, перемешав с водой, заливаю в бак и обрабатываю все растения. Обрабатываю снизу и сверху. Причем я хочу сразу же сказать, что вот эти составляющие подходят не только для томатов. У меня, видите, даже расписано, подготовлено всегда, чтобы не забыть последовательность. Я себе вот такую шпаргалку делаю. Вот сейчас вот этот раствор сделанный именно вот так. Это у меня уже 3-я обработка. Была обработка еще против вредителей. И сразу же в комплексе было фитоспорин М использован против болезней. И сейчас вот такая обработка. Первая обработка еще была нашатырный спирт и перекись водорода. Это самая-самая первая при посадке растений. А сейчас вот обработка такая вот этим чудо-раствором, который можно использовать несколько раз в течение сезона. Причем я обрабатываю не только томатики, но и обрабатываю другие овощные растения, которые растут у меня в теплице. Это перец, баклажаны, все это огурчики, все это вот этим раствором. Но прошу еще раз запомните, я даже вам эту картинку еще раз покажу, не увеличивайте эту дозу для начальной стадии. О дальнейшем развитии событий в теплице, об обработках обязательно сообщу в ближайшее время. И очень хочу вам еще показать схему, по которой я работаю с томатами, со всеми растениями в своем огороде и в теплице. Это очень важно, нужно иметь и технологические карты, записывать все это нужно в какой день, чтобы правильно и вовремя защитить томаты и все растения от болезней и от вредителей. Ну, а я прощаюсь с вами, Раиса Горяченко. Желает вам удачи, желает здоровья вам и здоровья вашим растениям. Всего доброго вам.